Здравствуйте, друзья! Сейчас мы на пароме перебираемся на левый берег Волги, Ярославской области. Мы пользуемся паромной переправой Сменцево-Глебово. К выходу видео она, наверное, уже будет ледовой. Вообще, ниже Углича, по течению Волги, нет ни одного автомобильного моста. Вот это то, что видно вдалеке, это железнодорожный мост. И это единственный постоянный мост на участке реки от Углича до Рыбинского водохранилища. Ну, считай до Рыбинска, если плыть по течению. Зато есть две паромные переправы в городе Мышкин и вот это. На Мышкинской переправе мы когда-то уже были, поэтому решено было из Рыбинска в Мышкин воспользоваться этой. Особенностью данного парома является то, что заезд на него автомобиля осуществляется задним ходом. Затем он отчаливает, разворачивается и следует к противоположному берегу. Пока пересекаешь реку, можно выйти из машины и полюбоваться видами на Великую Русскую реку. Как я понял, тут ходят два парома, вот как раз посередине они и встречаются. На другой берег, как видно, перебирается меньше машин. Наш-то паром загружен почти под завязку. Ну что ж, мы уже подходим к берегу. На моем канале, кстати, есть еще одно видео, как мы перебирались на пароме через Волгу в Конаковском районе. Ссылочка будет в описании. Первая наша точка – это поселок Волга. Да-да, вот так незамысловато называется поселок на берегу реки. Поселок вырос из станции на берегу Волги. Строители железной дороги Балагое-Рыбинск особо не заморачивались при наименовании станции. Раз поезд остановился в Волге, значит назовем станцию Волга. Открытие станции состоялось в 1870 году. Но это так, немного шутливая версия. На самом деле поселок образовался в 1890 году, когда рядом с рекой была построена шерстно-предельная фабрика. Позднее это фабрика имени Розы Люксембург. Сейчас она уже все, закрыта. А вот тот мост, который мы видели с парома, был построен в 1938 году, взамен старого, постройки 1871 года. Необходимость возникла в связи с созданием Рыбинского водохранилища и подъемом уровня воды более чем на 10 метров. Подъезд к станции закрыт. Ну и правильно, незачем на территории станции на автомобилях без надобности ездить. Платформа низкая. Через станцию проходит несколько пригородных поездов. Ходят и товарные составы. Иногда и вот такие пролетают. Вокзал на станции самобытный, вроде как чуть ли не постройки позапрошлого века. РЖД сюда со своей корпоративной раскраской не добралась. На вокзале вроде есть зал ожидания, но как часто это бывает на маленьких вокзалах, если в ближайшее время поездов не предвидится, то зал ожидания и касса закрыта. Но доступ в туалет на этой станции открыт всегда. Как видим, федеральные сети сюда тоже добрались. В поселке в основном частные дома. Недалеко от переезда он какая-то двухэтажка, наверное, многоквартирная, хотя может это что-то и административное. Отсутствие моста через Волгу тормозит экономическое развитие как самого поселка, так и в принципе всего Николаевского района. Вот сейчас мы с вами и отправимся в районный центр. История поселка Новый Некоус, можно сказать, началась в 1871 году, когда здесь прошла железная дорога. Если что, это все одна и та же дорога Балагое-Рыбинск. Чуть северо-западнее находится село Старый Некоус, которое дало название современному поселку. Сейчас в названии Новый практически не употребляют, то есть есть Старый Некоус и просто Некоус, подразумевая Новый. В центре поселка находится Ленинский парк, мы сейчас по нему и пройдемся.
Если бы история поселка не начиналась в 20 веке, можно было бы наговорить, что тут была древняя крепость, а вот этот пруд – это остатки крепостного рва. Но нет, это просто парк и просто пруд. По названию Ленинский вопросов тоже не возникает. В центре парка находится памятник Ульянову. Деревья в парке были высажены в 60-е годы прошлого века. Тут же в парке находится мемориал воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. А теперь давайте доедем до станции. Здание музыкальной школы. Вообще тяжело собирать информацию о вот таких вот поселениях. В интернете информации очень мало. Тут могут помочь или местные краеведы, или библиотека. Станция Некоус. Первоначально после прокладки этой линии станция на этом месте носила название Харина. В 1931 году станция была переименована и получила нынешнее название. Давайте заглянем внутрь. Небольшой уютный зал ожидания, окно кассы. А вот и расписание. Как видно, пассажирские поезда тут ходят нечасто, но есть несколько пар и ежедневных. Эта дорога не электрифицирована, и в основном здесь ходят товарные составы. Вот такая стоянка. По картам пишет, что тут автобусная остановка. А вот назначение этой башни. Могу предположить, что может быть это был диспетчерский пункт на станции. Хотя путевое развитие на станции тут не такое большое. Вряд ли тут составы формировали. Хотя, кто знает, как тут было при советской власти. Напротив вокзала, чуть в сторону Рыбинска, есть необычный памятник. Это даже не памятник, а братская могила. В октябре 1941 года фашистский самолет разбомбил здесь железнодорожный вокзал. В нем находились матери с детьми, ехавшие в эвакуацию из Ленинграда, раненые, ждавшие поезда в тыл, красноармейцы, уходившие на фронт, встречающие и провожающие, приезжающие и уезжающие железнодорожники. Точное количество погибших назвать трудно. Считать и опознавать времени не было. Говорят, что их было более 200. В Воронке, которая осталась от бомбежки, похоронили 157 человек. Других забрали родственники. Основной ошибкой погибших стало то, что, спасаясь от немецкой бомбежки, люди пытались спрятаться в здании вокзала. Фронт в то время был уже относительно рядом. Фашистские бомбардировщики совершали свои вылеты из Калинина и других захваченных городов. Эта дорога имела важное значение. Неоднократно подвергался бомбежке и мост через Волгу. Но, к счастью, он устоял. Привокзальная площадь. Вот прям такой провинциальный классический городок. Кафешка, магазинчик. Но, конечно, это не туристическое место. Мало кто сюда приезжает. Если до Некоуза дорога нормальная, то там, в сторону Тверской области, до Санкова, непонятно. Но мы и не поедем туда проверять. Храм Богоявления Господня – это, наверное, единственная достопримечательность такого рода, находится на юге поселка. По всей видимости, он был построен в деревушке, которая впоследствии вошла в состав Некоуза. Построен храм в середине 30-х годов 19 века. Ну а на этом я закончу это видео. Честно сказать, решение поехать в Некоуз было спонтанным.
Если вам понравилось, с вас лайки, комменты. Ну а мы увидимся в следующем городе.